Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда. Вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Я рада вас приветствовать. Сегодня я к вам вот с такими тапочками. Подошва у нас анатомическая. Интересная отделочка в начале, обвязка. Потом идет отделочка ленивым жаккардом. Вяжутся они несложно. Я расскажу и покажу, как я их вязала. Вяжу я их для мужчины. Большой размер 43-44. Пришла осень, надо позаботиться и о наших мужчинах, чтобы у них ножки не мерзли. Ну, одним словом, если вам понравилось, смотрите, как я их вязала. Для того, чтобы определить, сколько петель нам надо набирать, нам всегда надо знать косой обхват ступни. То есть через пятку замеряем до подъема, вяжем образец и высчитываем необходимое количество петель. Этих петель должно, объем должен быть не меньше, чем косой обхват, потому что у нас не войдет нога. Ну что, смотрим дальше. Для того, чтобы связать такие следочки, нам понадобится пряжа. У меня красная для отделки. Я сложила в 2 нити его, чтобы были потолще, потеплее тапочки. Красная здесь 300 метров толщина в 100 граммах. И цвет джинс у меня тоже 300 метров в 100 граммах, но немножко она другого качества, эта ниточка. Я тоже ее сложу в 2 сложения, чтобы были потолще следочки, теплее. Красная у меня остатки, а джинс это у меня, извините, перевязки. Была у меня красивая задумка, связала я, и чего-то оно у меня не пошло. Взяла и распустила. И теперь расходую на вот такие вещи, то тапочки, то носочки. Так, спицы у меня 4 миллиметра. Ну, вроде все. Давайте вязать. Начинать мы будем красной нитью. Для этого определимся, какое количество, вернее, какая длина у нас кончика должна остаться, чтобы у нас хватило на наш набор ниточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так как я буду набирать 51 петлю, значит, мне надо этот кончик, вот он, кончик этот, отмерить 5 раз. 3, 4 и 5. Кончик свободный набрасываем на указательный, кончик от мотка у нас на большом пальце, и начинаем набирать петли. У меня 51 петля. 2, 3, 4. Провязала я, набрала, вернее, 51 петлю, провязала 4 ряда платочной вязкой. Все знают, как вяжется платочная вязка, поэтому я не стала вас напрягать и все это показывать. В каждом ряду мы вяжем просто лицевые петли, в изнаночном и лицевом. И кромочные петли тоже провязываем лицевыми и в начале, и в конце ряда. Так, теперь в работу у меня вступают ниточки цвета джинс. Провяжем тоже 2 ряда платочной вязкой. Опять-таки я вас не буду напрягать. Кончик я буду сразу ввязывать, как при вязании жаккарда.
Сначала мы его сверху спицей пропустили, теперь на спицу. И опять под спицей, вторая петля на спице. То есть таким образом мы его обвязываем, чтобы он у нас не болтался бесхозно. Провязала я 2 ряда платочной вязкой ниточкой джинс. Так как у меня здесь 51 петля, я рассчитала, что у меня раппорт вот этого рисуночка будет 3 петли. Значит, приступаем. Первую петлю кромочную мы провязываем лицевой. Дальше. 1, 2. Следующую третью петлю мы провязываем таким образом. Третью петлю раппорта. Тут она у нас получается 4-я, но 3-я петля раппорта. Провязываем следующим образом. Перекручиваем наше вязание и провязываем петлю тоже лицевой. И продолжаем вязать дальше. Уже не возвращаясь назад, продолжаем вязать дальше. 1, 2. Опять перекручиваем и провязываем 3-ю петлю. Следующее. 1, 2. Перекручиваем и провязываем 3-ю петлю. И так до конца ряда. Изнаночный ряд мы провязываем просто лицевыми петлями. Кромочную провязываем лицевой. И все остальные петли провязываем лицевыми. То есть опять-таки платочная вязка. И так вяжем до конца ряда. Теперь я провяжу еще 2 ряда платочной вязкой, то есть лицевой и изнаночный ряд. И потом мы с вами встретимся. Я вам расскажу, что я буду делать дальше. Кромочные мы провязываем и в начале, и в конце ряда лицевыми. И 2 ряда я вяжу платочной вязкой. Следующее. Я буду вязать 2 ряда лицевой глади. То есть первый ряд у меня будет лицевой, изнаночный будет второй ряд изнаночными петлями. То есть получится у нас лицевая гладь. Теперь я первую петлю не провязываю, я ее снимаю. В лицевой глади мне не обязательно ее провязывать. И провязываю первый ряд лицевыми петлями, лицевой ряд, а изнаночный ряд изнаночными петлями. И в конце ряда я кромочную петлю провяжу изнаночной. Провязала я 2 ряда лицевых глади, и теперь я приступаю к вывязыванию отделочки ленивым жаккардом. Сейчас у нас вступает в работу красная нить. Вот наша красная ниточка. Я, конечно, прозевала, не поднимала ее на ряд. Ну, растяпа, одним словом. Так увлеклась, что забыла, что надо ниточку поднимать. Ну ладно. Значит, сейчас я ее просто провяжу лицевой. И начинаем вязать. 1 петлю снимаем, 3 петли провязываем красной нитью. Петлю снимаем, не провязывая нить за работой. 3 петли провязываем красной нитью. Одну петлю снимаем, не провязывая, 3 петли красной нитью. И так до конца ряда. 1 петлю снимаем,
3 провязываем красной нитью. Одну петлю снимаем, изнаночную провязываем красной нитью, кромочную провязываем красной нитью, изнаночной петлей. Так, переворачиваем. Это у нас уже изнаночка. Кромочную снимаем, петелечку из джинсового цвета снимаем, провязываем нить перед работой у нас. Провязываем 3 петли красной нитью, опять нить перед работой, петлю из джинсовой нити снимаем, 3 петли провязываем красной нитью, нить перед работой, петлю джинсовой нитью снимаем, 3 петли красной нитью провязываем, петлю из джинсовой нити снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной. Так, следующий лицевой ряд, третий ряд раппорта нашего джинса, у этого жаккарда ленивого. Значит, теперь у нас вступает в работу ниточка джинсового цвета, вот она. Ну, естественно, мы первую петлю тоже провяжем, чтобы мы подобрались к нашей работе. Провязываем петлю, ту, что мы не провязывали в предыдущих рядах. Следующую петлю снимаем нить за работой, петлю провязываем. И так чередуем. Одну петлю мы снимаем красную, джинсовую провязываем. Петлю красную снимаем, среднюю из 3 красных провязываем. И так через одну. Одну снимаем, одну провязываем. Нить за работой. Одну снимаем, одну провязываем до конца ряда. Четвертый ряд раппорта нашего жаккарда. Кромочную снимаем. Перед этим я ее провязала изнаночной. Нить перед работой. Одна изнаночная, одна снимается. Нить перед работой. Изнаночная, одна снимаем. Нить перед работой. Изнаночная, снимаем, нить перед работой. Изнаночная, нить снимаем, следующую петлю снимаем, нить перед работой. И так до конца ряда провязываем. Пятый ряд раппорта жаккарда опять будет вязаться красной нитью. Первую петлю мы провязываем, но это просто чтобы подобраться к следующей петле. Петлю снимаем, провязываем 2 петли, петельку джинсового цвета снимаем, следующие 3 петли провязываем лицевой, то есть одну красную, одну джинсовую петлю, следующую еще красная. Вот у нас сначала здесь провязывалась, теперь у нас провязывается здесь, смещается немножко. Опять снимаем петлю, 3 петли провязываем, красную, джинсовую, красную, 3 петли провязываем красным цветом. Одну петлю снимаем, 3 петли провязываем, нить за работой. Одну петлю снимаем, 3 петли провязываем, нить за работой. Снимаем нить за работой, 3 провязываем. Так провязываем до конца ряда. Шестой ряд. Снимаем, провязываем 2 петли, одну снимаем, не провязывая нить перед работой, 3 петли провязываем, одну снимаем, нить перед работой, 3 петли провязываем,
Петлю снимаем, нить перед работой. 3 петли провязываем. Одну снимаем, нить перед работой. То есть вы поняли, что мы петлю снимаем и в лицевом, и в изнаночном ряду одну и ту же. Во-первых, это придает жесткость полотну, потому что немножко стягивается, уплотняется. Во-вторых, проще так вязать жаккарды, жаккардовые изделия. И таких узорчиков очень много, жаккардовых, ленивых. И можно связать отличную вещицу. Имейте в виду, если вас это заинтересует, я оставлю внизу ссылочку на жаккардовые узоры. Как их вязать, вы уже видели. Чередуется провязывание одной нитью постоянно. Не надо, как в обычных жаккардах, перетягивать нить и вязать 2 нитями одновременно. Здесь вяжется одной нитью постоянно. 2 ряда одной нитью, 2 ряда другой. Все, закончен наш жаккард. Теперь мы провяжем еще 2 ряда лицевой гладью. То есть не лицевой гладью, а, ну да, в принципе, лицевой гладью. Лицевыми петлями лицевой, изнаночными, изнаночной. 2 ряда, то есть лицевой и изнаночный ряд. Провязала я 2 ряда лицевой гладью. И теперь при всей моей нелюбви к обрыванию нити я ее обрываю. Теперь делим наше данное количество петель на 3 части. У меня 51 петля, значит, у меня получается каждая часть по 17 петель. Но это у меня будет одна часть на одну боковую сторону, вторая на вторую и серединная часть. На серединку, на саму, вот так будет понятнее, сюда желательно выделить поменьше петель. Поэтому сюда я возьму 15 петель, а боковые части у меня будут составлять по 18 петель. Теперь передвигаем, вернее, петли распределяют следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть мы переснимаем на спицу. 16, 17, 18. Сейчас я пересчитаю заново. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 петель. Подсоединяем свою ниточку. И начинаем вязать лицевой гладью нашу среднюю часть. Кончик мы будем увязывать. Это я провяжу теперь 15 петель. Первый ряд нашего язычка, или как его назвать, мыска. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, так,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12, 13, 14, 15. Провязываем изнаночной, разворачиваемся, вяжем, снимаем петлю и вяжем следующий ряд лицевыми петлями. То есть мы вяжем платочной вязкой наш мысок. 15 петель нашего мыска. Последняя петля изнаночной. Опять разворачиваемся и вяжем до тех пор, рассчитываем свой размер таким образом, провязываем мысок до тех пор, пока у вас не будет прикрыт мизинчик. Мизинчик мы прикрыли, все, это уже у нас показатель к тому, что мы начнем сокращать петли. Понятно. Значит, довязываем до кончика мизинчика, потом я покажу, что я делаю дальше. Провязала я 38 рядов платочной вязкой. В сантиметрах это у меня составило 13 сантиметров. У вас может быть другое количество рядов, поскольку у вас другая пряжа, другая плотность вязки, другие спицы и вообще, в принципе, другой размер. Теперь, что я буду делать? Теперь я начинаю закруглять мысок. Одну петлю снимаем, 2 петли вместе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель лицевыми, 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязали. Кромочная, изнаночной. Изнаночный ряд мы вяжем лицевыми петлями. Продолжаем вязать платочную вязку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 кромочной, изнаночной. Лицевой ряд. Кромочную снимаем, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 лицевых, 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо. Кромочная, изнаночной. Изнаночный ряд, все петли лицевыми. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Лицевой ряд. Опять, ну что-то у меня тут, я запуталась. Лицевой ряд, опять изнаночную, кромочную снимаем, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Раз, два, три, 4, 5 лицевых,
2 петли вместе с наклоном вправо, кромочной и изнаночной. И так я буду вязать до тех пор, пока у меня на спице останется 7 петель. Вы для себя определите, какой ширины у вас должен быть мысок. Опять-таки, исходя из ваших размеров, из вашего пряжи, количества петель, какой у вас будет мысок по размеру. У меня будет 7 петель. Это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот так вот будет 7 петель у меня. То есть мне еще один раз надо сократить, и тогда у меня будет 7 петель. Провяжу изнаночный ряд, еще один раз я сокращу петли, 2 раза провяжу в начале и в конце по 2 петли вместе, и у меня будет 7 петель. Вы рассчитывайте на свое вязание, на свой размер, на свою пряжу, спицы и все остальное, какой у вас будет мысок. Последний раз я сократила петли, осталось у меня 7 петель на спице, я провязала изнаночный ряд, и теперь я опять обрываю нить. Но для кого не принципиально, что у вас с этой стороны окажется один лишний ряд, можно не обрывать петли, начинать сразу, не провязывая изнаночный ряд, начинать сразу набирать петли по краю и провязывать эти петли у нас, те петли, которые у нас на спице. Ну, мне мой перфекционизм не дает этого сделать. Я все время буду помнить, что у меня с этой стороны один ряд лишний, потому что мы когда вернемся сюда, потом здесь доберем петли, уже у нас будет здесь 2 ряда, а здесь всего лишь 1. То есть у нас получится на 1 ряд больше с одной стороны. Ну, это... Я думаю, что это не критично. Если вам не хочется обрывать нить, вы сразу же после того, как провяжете последнее сокращение, начинаете добирать петли по этой стороне. А я оборву нить, хотя мне это очень и не нравится. Оборвала. Теперь я опять переснимаю петли, чтобы подойти к началу нашего вязания. Я переснимаю все петельки, те 18 петель, которые у нас были на спице. Все, пересняла. Ну, на кончики не обращайте внимания, мы их все равно потом спрячем. Красную нить я не обрываю, она мне еще понадобится. Я ее просто подниму на новый уровень. К этой красной нити я привяжу. Вот этот кончик у меня останется для того, что я еще буду сшивать, он мне пригодится при сшивании, поэтому я его не трогаю. А к красной нити я привяжу нашу нить джинсовую одним узелком, просто чтобы она держалась. Потом мы кончик тоже спрячем. И начинаем вязать петли на боковушке. Те, что остались, мы их провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Провязали. Если мы сразу перейдем набирать петли по нашему мыску, у нас тут образуется дырочка. Вы это знаете, это прекрасно всем известно, кто вяжет, что ничего из ничего не берется. И поэтому я подниму петлю с нижнего ряда, вот эту петелечку, одену на спицу и провяжу ее.
Ну, я провяжу скрещенной, чтобы вообще избежать всяких дырочек. Все, я провязала. И начинаю добирать по этому краешку петли. У меня тут будет 23 петли, потому что в этом у меня получилось 23 петли. Значит, я буду стараться набрать 23 петли. Раз, два, набираем их с кромочных петель. 2, 3. Набрала я 23 петли. Теперь я начинаю провязывать петли, те, что у нас остались 7 петель на мыске. Провязываем. И одновременно я буду ввязывать кончик, который у нас здесь остался, чтобы он у нас не мешал нам. Провязала я петли на мыске, ввязала кончик, прижу его, чтобы он тут не мешал мне, и начинаю добирать по следующему краю петли. И желательно, конечно же, чтобы у нас тут получилось то же самое количество, чтобы не получилось у нас меньше петель или больше. Это должно быть столько же, сколько у нас с той стороны. Раз, два, три, 4. Добрала я 32 петли и опять поднимаю из нижнего ряда петлю, чтобы избежать образования дырочки в этом месте, и провязываю лицевой перекрещенный. Дальше провязываю те петли, что у меня остались на спицах. 18 петель, которые у нас были изначально, после того, как мы рассчитали наш мысок, и осталось у нас на спицах по 18 петель. Так, довязала я. И провязываю следующий ряд тоже лицевыми. То есть я опять перехожу на платочную вязку. Кромочную я уже провязываю лицевой. И следующий ряд весь вяжу лицевыми. Кромочный опять я буду провязывать и в начале, и в конце лицевой. Следующие 2 ряда я провяжу красной нитью, чтобы сделать вот такую отделочку. Тоже платочной вязкой поднимаем красную нить, и я вяжу 2 ряда платочной вязкой красной нитью. Кромочную провязываю лицевой и провяжу 2 ряда красной нитью. Провязала я 2 ряда платочной, платочной вязкой красным цветом. Теперь я провяжу 4 ряда джинсовым цветом. Ниточку красную обхватываем, перекручиваем. Если в прошлый раз я забыла ее поднять, то теперь постараюсь поднимать. Итак, провяжу 4 ряда платочной вязкой
джинсовым цветом. Провязала я 4 ряда цвета джинс. Теперь мне опять надо провязать ряд с красной ниткой, вернее 2 ряда красной ниткой, тоже платочной вязкой. Ну, я опять буду обрезать ниточку, потому что потом она нам уже здесь не пригодится. Мы уже будем начинать вывязывать подошву. Я ее обрежу. Ну, кого не очень напрягают лишние ряды, можно не обрезать, потому что нам надо будет потом подойти к нашему мыску, провязать еще один лишний рядочек и начать вязать. Я уже много раз себя убеждала, какая разница, с одной стороны лишний ряд получился бы у меня, со второй стороны лишний ряд, и вроде как он уравновешивался. Ну, не могу я, у меня такое сопротивление против этих лишних рядов, что я просто не могу. Значит, провязываем красной нитью платочной вязкой, и одновременно я буду ввязывать, как я вам уже показывала, обрезанный кончик, чтобы у нас не болтался он. И провязываем 2 ряда, лицевой и изнаночный, и потом уже мы начнем вязать подошву. Провязала я 2 ряда красной нитью. Теперь с чистой совестью обрезаю ниточку, она мне уже не понадобится. Я просто оставляю по длине кончик, потому что мне надо будет при сшивании его использовать, когда я буду задничек сшивать. Что делаю я теперь? Теперь мне надо подобраться к своему мыску, к своим 7 петлям, которые у меня образовались на мыске, когда я закрывала петли на мыске в процессе вязания. Теперь эти 7 петель мы уже используем для начала вязания подошвы. Я здесь набирала, начиная от мыска, 24 петли у меня получилось. Значит, мы сейчас эти 24 петли отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пересняла я 42 петли, то есть набранные по краю мысика 24, и вернее 23 я набрала, 24 я подняла из нижнего ряда, чтобы не было дырочки, и 18 у нас было на спице, то получается 42 петли. Теперь присоединяем нить цвета джинс. Провяжу 7 петель мыска. Ниточку буду ввязывать. Провязала я 7 петель. Переворачиваем наизнанку. Начинаем вязать в обратную сторону. Снимаем первую петлю. Остальные петли, 5 петель провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавочка, то есть накид. И теперь последнюю петлю провязываем вместе с петлей бортика. Изнаночной петлей провязали. Теперь мы будем в каждом ряду
перед кромочной петлей делать прибавочки до тех пор, пока у нас не будет нужного количества петель. То есть вот смотрите, вот я делала прибавочки, мне расширялась ступня на ширину ступни, какая есть у нас. Тут пальчики, это вы знаете, что ступня широкая, потом сужается и пошла уже дальше. И вот у меня здесь получилось 19 петель. А потом я буду убавлять их, то есть сокращать. Переворачиваем, снимаем первую петлю, провязываем лицевыми петлями накид и все остальные петли до кромочной. Провязала. Вот моя кромочная. Опять я делаю накид, петлю кромочную и петлю бортика провязываю вместе, переворачиваю. Но так как мы провязывали петлю лицевой, у нас уже не получится так снимать петлю, как мы снимаем. Если она провязана изнаночной, значит у нас нить на изнанке, мы снимаем, провязываю изнаночной накид, все остальные петли тоже изнаночной до кромочной. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять накид, кромочную петлю и петлю бортика провязываем вместе лицевой, вернее изнаночной. Переворачиваем, снимаем кромочную петлю. Здесь мы провязываем все петли лицевыми, в том числе и наш накид, до кромочной петли. Вот я довязала до кромочной. Опять накид, кромочную петлю я переворачиваю, чтобы у меня красивая косичка получилась, потому что это у нас получается 2 петли вместе с наклоном влево, и провязываю вместе с петлей бортика. Вот у нас получается такая косичка и с другой стороны. И таким образом я буду вязать до тех пор, пока у меня между вот этими кромочные мы не считаем, получится 19 петель. Вот эти вот петли у меня увеличатся до количества 19. И тогда я вам расскажу, что я буду делать дальше. У вас может быть другое количество петель, вы рассчитываете на свои размеры, примеряйте и вяжите. Итак, у меня сейчас между кромочными 18 петель. Вот я провязываю 18-ю петлю, делаю прибавочку, и у меня уже получается между кромочными 19 петель. Провязываем 2 петли вместе, разворачиваемся, и изнаночный ряд мы уже вяжем без прибавок. Если вы помните, я первую прибавку сделала в изнаночном ряду. Значит, последняя у меня получается в лицевом. Все, больше мы не прибавляем. Провязываю изнаночный ряд. Провязала я изнаночный ряд. Теперь мне надо провязать 4 ряда без прибавок и убавок. То есть провязываем 2 лицевых, 2 изнаночных ряда. Обычно, как обычно, мы вяжем лицевой ряд лицевыми петлями, изнаночный я провяжу изнаночными петлями. То есть 4 ряда, 2 лицевых, 2 изнаночных.
Провязала я первый лицевой ряд без прибавок. В конце ряда мы опять-таки переворачиваем петлю и провязываем кромочную петлю с петлей бортика вместе лицевой влево. Это мы проделываем обязательно. То, что мы не делаем прибавок, это не отменяет присоединение к бортику. В каждом ряду, лицевом и изнаночном, мы провязываем кромочную и петлю бортика вместе. Итак, я первый ряд провязала лицевой. Сейчас провяжу изнаночный, еще один лицевой, еще один изнаночный, и потом я встречусь с вами. Провязала я 4 ряда. Что делаю сейчас? Кромочную снимаем, одну петлю переворачиваем и провязываем 2 петли вместе с наклоном влево. Вяжем дальше до конца ряда, вернее не до конца, не довязываем 3 петли вместе, считая кромочную. Вот. Теперь 2 петли перед кромочной мы провязываем вместе с наклоном вправо. Кромочную, как всегда, переворачиваю и провязываю с петлей бортика вместе с наклоном влево. Изнаночный ряд провязываем без всяких изменений. Просто изнаночный ряд изнаночными петлями. Кромочную снимаем, все остальные петли у нас изнаночные. И опять у меня лицевой ряд. Кромочную снимаю, переворачиваю петлю, провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. До конца ряда вяжем просто изнаночными петлями. Это получается, что я делаю убавочки в каждом втором ряду, то есть в каждом лицевом. Так мне надо сделать 4 раза. Вот это я сейчас сделаю второй раз убавочки. Вот они, мои 2 петелечки. Провязываем вместе с наклоном вправо. Переворачиваю петлю и провязываю 2 петли вместе с наклоном влево, то есть кромочную петлю подошвы и петлю бортика. И так я сделаю еще 2 раза. Потом расскажу, что делать дальше. Закончила я свои убавочки. У меня сейчас между кромочными 11 петель. Что я делаю сейчас? Мне надо будет провязать без убавок и прибавок до конца ряда, вернее, не довязывая до конца ряда, так как у меня здесь 11 петель, значит, я оставляю с каждой стороны по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. То есть ближайшее четное количество петель, если сложить с 2 сторон, получается 10. Значит, мне надо оставить 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И отмечаю маркером, чтобы уже вязать не задумываясь. Просто вязать, присоединяться к бортику в каждом ряду и вязать до маркера. Надеюсь, вы поняли. У меня 11 петель, но мне надо четное количество оставить. Значит, я оставляю в сумме с 2 сторон, у меня получается 10 петель. И таким образом я довязываю до маркеров. Довязала я до маркеров. Вот у меня осталось с этой стороны 5 петель и с этой стороны 5 петель. Последний раз я провязала лицевой ряд. Теперь я возвращаюсь к этому маркеру с изнанки, не довязываю
3 петли. Если прежде всего я вязала, вернее, не довязываю 2 петли. Вот я провязала таким образом петли. Вот у меня осталось 2 петли. И третья петля у нас уже с бортика. Что я делаю? Я меняю местами петли, то есть петлю кромочную я перевожу за петлей, снимаю маркер, и провязываю 3 петли вместе, то есть 2 петли на подошве и 1 с бортика. Я их провязала изнаночно. Для чего я меняла местами петли? Чтобы сохранить вот эту косичку, которая у нас была до этого. Потому что когда провязываешь уже 3 петли, косичка моментально ломается, так сказать. Возвращаюсь назад. Провязываю свои 11 петель, вернее их уже 10, потому что на одну я уменьшила. Не довязываю 2 петли. Точно так же меняю местами петли, кромочную переворачиваю и надеваю на спицу, снимаю маркер, он мне уже не нужен, и провязываю 3 петли вместе. При этом косичка моя сохраняется. Если я не поменяю петли местами, то у меня тут получится третья петля сверху, и в общем косички не будет, это однозначно. Опять возвращаемся назад. У меня уже на спицах 9 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала. Вот моя 9 петля. Опять меняю местами. Кромочная у меня должна оказаться за петлей. Одеваю назад на спицу и провязываю 3 петли вместе. 2 петли с подошвы и 1 петлю с бортика. В моем случае 2 петли джинсового цвета и 1 петля красного. Все, провязала. Поворачиваем. То же самое проделываем в лицевом ряду. Провязываем петли. Эти петли меняю местами. Переворачиваю. Надеваю ее назад. И провязываю 3 петли вместе. 2 петли джинсового цвета. 1 красная провязываю вместе лицевой. Провязала. И так я буду вязать до тех пор, пока у меня на спице не останется последние 3 петли. В общем, я довяжу, я вам потом покажу, что я делаю дальше. Вот у меня между кромочными осталось всего лишь 2 петли. Это я буду сейчас вязать лицевой ряд. Кромочную снимаю, 1 петлю провязываю, меняю местами петли,
Сказала быстро, сделала медленно. Это как всегда. Возвращаю назад петлю. И провязываю лицевой последний раз 3 петли. 2 с подошвы джинсового цвета и 1 красную. Все, у меня на спице осталось 3 петли. Вот они. Если у вас будете вы когда-то вязать и наберете четное количество петель, то у вас останется всего лишь 2 петли, потому что вы поровну разделите все петли, и вы тогда просто 2 петли провяжете вместе, а я в данном случае сейчас 2 петли провяжу вместе, 3 петли изнаночной. Провязываю 3 петли вместе. Обрезаю нитку и вытягиваю петлю. Все. Это кончики у нас болтаются, мы сейчас их используем при сшивании. Вот что у меня получилось. Вот такая пяточка. Косички у меня сохранены по бокам. В принципе, все получилось нормально. Сейчас я возьму иголочку, вдену ниточку и буду сшивать. Я взяла 2 иголочки, так как у меня красная и джинсовая нить. Сначала я сошью красной нитью в начале. У нас есть повод их прошить. Вот. Сшиваю. Красная. Оставляю. Теперь беру нить джинсовую. Продеваю ее под красные ниточки, чтобы не было видно. И теперь вот эти пупырышки, так называемые, которые у нас остались от того, что мы провязывали петли лицевыми кромочные и в начале, и в конце. Вот я под них буду поддевать иголочкой и прошивать, стягивать. И у нас получится красивый шов. Вот я протянула. Оставляю теперь синюю ниточку. Беру опять красную. Вернее, синюю мы оставляем под красной. Мы будем шить под красной будет, чтобы она не выделялась, когда мы будем заново брать синюю нитку, чтобы не перекручивалась ниточка. Прошили, закрепили, опускаем ее опять вниз, начинаем прошивать синей ниточкой и так до конца, чередуя эту синюю, эту красную нить, чтобы у нас получилось красивый шов. Ну вот я и закончила вязать следочки. Осталось их постирать, отпарить, привести в порядок. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Постараюсь как можно чаще выкладывать видео. На этом будем прощаться. Спасибо всем, кто вместе со мной вязал, кто смотрел. Спасибо моим подписчикам. До новых встреч. Пока-пока.